Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами традиционным рецептом рождественского печенья. Это печенье очень любят в Германии, его часто можно найти на полках супермаркетов. Готовят его обязательно в форме звездочек, покрывают глазурью. Но удивительно то, что это печенье по вкусу очень отличается, если оно приготовлено с глазурью и без нее. Мы приготовим именно двумя способами, и вы сами решите, какое печенье вам нравится больше. И по возможности, конечно, напишите в комментариях, какое печенье вам понравилось. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также я оставлю этот список в описании под видео. В составе печенья всего 5 ингредиентов. Готовится оно очень просто, очень быстро. Поэтому рекомендую вам досмотреть видео до конца и обязательно попробовать приготовить это печенье. Итак, в чашу миксера добавляем белки, соль и начинаем взбивать на средних оборотах. Нам нужно взбить белки, но не в крепкую пену, просто чтобы не видно было жидкости на дне чаши. И после этого мы будем постепенно добавлять сахарную пудру. Взбиваем на максимальной скорости до образования таких мягких пиков. Сахарная пудра должна хорошо вмешаться. Вот такая консистенция должна получиться. Как видите, белки мягкие. Нам не нужна такая крепкая белковая масса, как, к примеру, для зефира. Таких мягких пиков вполне достаточно. И теперь часть белка нам нужно отложить в кондитерский мешок. Это будет наша глазурь, которой впоследствии мы будем покрывать наше печенье. Берите примерно 5-6 столовых ложек от общей массы. Я часть печенья приготовлю без глазури. И вот эта часть у меня уйдет на 1 противень печенья. Если у вас нет кондитерского мешка, то просто переложите глазурь в какую-нибудь тарелочку и будете просто накладывать ее ложкой. Миндальную муку мы смешиваем с корицей. Насадку венчик поменяли на лопатку. И на минимальной скорости миксера постепенно добавляем миндальную муку, смешанную с корицей. Конечно же, при желании можно замесить тесто с помощью венчика, либо же воспользоваться ручным миксером. Но в таком планетарном миксере, конечно, это удобнее. И у вас должно получиться вот такое пластичное тесто. Оно кажется рыхлым, но при желании можете добавить немножко муки. Оно абсолютно не липнет к рукам. Тем более мы его сейчас будем убирать в холодильник. И после этого оно получится очень пластичным и приятным в работе. Отправляем тесто в холодильник и даем ему отдохнуть 1 час. Тем временем давайте приготовим рабочую поверхность. Припыляем немножко поверхность мукой. Можно взять пшеничную муку, не обязательно миндальную. И посмотрите, какое плотное получилось тесто. Вот такое оно красивое внутри. Мы берем кусочек теста, остальную часть убираем в холодильник, для того, чтобы оно не успело остыть. И работаем с таким кусочком теста. Раскатываем слоем примерно 3-4 миллиметра. И я использую вот такие металлические звездочки. Это традиционная форма для такого печенья. Если у вас ее нет, можете просто вырезать печенье стаканом, либо любой другой формы, которая у вас есть. Но так как мы готовим рождественские печенья в виде звездочек, я использую именно звездочки. Посмотрите, какое приятное тесто. Печеньки буквально выпрыгивают из формочки, ничего не прилипает. Прекрасно можно взять будущее наше печенье руками, и оно не расплывается, не расползается. В общем, попробуйте. Уверена, этот процесс понравится не только вам, но и вашим детям. Итак, перекладываем наши печеньки на противень. Можете раскладывать их на близком расстоянии друг от друга. Оно не будет увеличиваться в размере. Тут нет разрыхлителя. Оно получится ровно таким,
каким вы его вырезали. Если же вы не любите корицу, то можете ее не добавлять, заменить, к примеру, на ванильный сахар. Вот такое красивое печенье у нас получилось. И этот противень мы будем готовить с глазурью. Наша глазурь была в холодильнике. Отрезаем небольшой кончик у пакетика и начинаем покрывать печенье глазурью. Сначала делаем небольшой контур. Если кто-то работал с пряниками, скорее всего, вы знаете, как работать с глазурью. Если нет, то смотрите процесс приготовления, как это делаю я сейчас. Можете накладывать глазурь ложкой, но мне привычно это делать с помощью кондитерского мешка и зубочисткой разравнивать глазурь по всей поверхности. Да, это довольно длительный процесс. Если у вас нет терпения, можете доверить этот процесс кому-нибудь другому. Но я все-таки советую вам не упускать этот момент и покрыть печенье глазурью, хотя бы несколько штучек. Итак, разравниваем все по всей поверхности нашего печенья. При желании вы можете добавить сверху орешки, либо какие-то бусинки съедобные. Но так как мы готовим традиционное печенье, оно должно выглядеть именно так. Просто белая глазурь без всяких дополнительных ингредиентов. Но опять же делайте, как вам нравится, как вы чувствуете. Возможно, именно с декором или с орехами вам это печенье понравится больше. Итак, у нас получился целый противень миндального печенья. Теперь мы отправляем противень в разогретую до 125 градусов в духовку в режиме конвекции. Выпекаем печенье 12 минут, не больше. Поверьте, этого времени достаточно. Обязательно засекайте таймер, чтобы не передержать печенье. Пока выпекается первый противень, мы переходим к нашему второму печенью, которое мы будем выпекать уже без глазури. Это печенье получится более хрустящее и менее сладкое. А вот печенье с глазурью, оно уже готово. За счет глазури оно получилось более мягкое и немножко слаже, чем это печенье без покрытия. Давайте посмотрим, какое печенье получилось. Донышко будет слегка мягкое, но после полного остывания оно затвердеет. Поэтому не пугайтесь, печенье не сырое. Так оно и должно выглядеть. И у нас уже готов второй противень. Печенье получилось более тверденькое, такое красивое. Разницу вы видите. Опять же, пробуйте, какое печенье вам больше нравится. Мне нравится и такой вариант. Конечно, с глазурью оно выглядит более празднично. И при желании, конечно же, вы можете подарить такое печенье вашим друзьям, сложить его в красивую коробочку или в праздничные пакетики прозрачные, обернуть ленточкой, и это будет прекрасный презент для ваших друзей или родных. Я надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно пробуйте, делитесь в комментариях, что у вас получилось. Мне всегда приятно почитать любые комментарии, желательно объективные. Поэтому пишите и не стесняйтесь. Желаю вам праздничного настроения. Всем спасибо и до скорых встреч. Всем пока.